Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Тем, кто смотрит это видео первый раз, устраивайтесь поудобнее, нажимайте кнопку «Поделиться», не забываем ставить лайки и писать комментарии под этим видео. Тема сегодняшнего видео – как планировать отдых в современном мире. Давайте разберемся с этой ситуацией сквозь призму колеса жизненного баланса Long Swim. Итак, цель отдыха – это тотальная перезагрузка, и мы с отдыхом связываем свой отпуск продолжительностью примерно 2 недели. Мы вам рекомендуем 2 недели отпуска брать в первом полугодии, в втором полугодии с тем, чтобы вы не набирали остаточную или накопительную усталость. И давайте теперь разберемся, какое место отдыху мы определяем в современном мире. Что было раньше и что было теперь? Теперь в современном мире, особенно если вы находитесь на руководящей должности, вы сталкиваетесь с регулярной пиковой нагрузкой, связанной с эмоциональностью и связанной с тем, что очень большое количество неструктурированной информации вам ложится на стол, и вам для принятия решения не дается уже недели или 3 дня. Решение нужно принимать порой в течение 1 дня или 1 часа, и вот такие вот перегрузки не дают вам возможность перезагрузиться. И для того, чтобы быть в хорошей аналитической форме, для того, чтобы принимать яркие, хорошие решения, вам нужен отдых. Теория колеса жизненного баланса Long Swim говорит о том, что отдых у нас находится в балансе с работой, то есть мы среди года планируем баланс между продуктивной, достаточно хорошей работой и отдыхом, который мы себе можем поставить в график или, наоборот, иметь возможности в своем графике создать такую ситуацию, когда нам спонтанный отдых не ломает наши планы и дает нам возможность чередовать запланированный отдых и спонтанный отдых. Теперь, как это можно реализовать в реальной жизни? В реальной жизни методика колеса жизненного баланса Long Swim говорит о том, что сначала мы планируем планы на следующий год, и в этих планах мы не планируем сначала работу, мы сначала планируем свой отдых. Это для мужчин не представляет какой-то сложности, но для женщин это огромное спасение, потому что отдых, который запланирован заранее, он несет очень положительную эмоциональную нагрузку с точки зрения того, что отдых уже запланирован, он уже никак не двигается в календарном исчислении, а работа – это уже то, что мы располагаем между нашим отдыхом. После того, как мы запланировали на следующий год свой отпуск, мы планируем свою рабочую нагрузку, при этом понимаем, что пиковые нагрузки нам не очень нужны, и если есть период пиковых нагрузок, то его тоже можно избежать. Один из способов избежать пиковых эмоциональных нагрузок – это планировать свой ежеквартальный отдых. Ежеквартальный отдых планируется по основным календарным датам, когда 2 или 3 дня подряд бывают праздничные дни, и их очень можно хорошо совместить с каким-то отдыхом, при этом не теряя контроль за своей работой. Один из примеров такого отдыха – это предпраздничные новогодние будни, когда вы фактически до 31 декабря вступаете в эпоху вот этих вот предновогодних занятий. Эти занятия связаны с положительными эмоциями, и таким образом мы используем такой метод, как ежеквартальный отдых. То есть, если кто-то заметил такую большую особенность, то есть мы сначала планируем свой годовой отпуск, потом спускаемся на ежеквартальный отдых, и следующий момент мы говорим о ежемесячном отдыхе. Какую роль он играет, так ли он необходим, давайте разбираться. Ежемесячный отдых представляет собой полное погружение в отдых с выездом за пределы территории, где вы проживаете, на 1-2 дня. Может быть, не полный день, это может быть 4 часа, 2 часа, как вам удастся. Если вам удастся организовать компанию единомышленников и выехать куда-то на 2-3 дня, происходит более сильная эмоциональная перегрузка. Вы эмоции, которые вас волновали, которые не давали вам принять решение, выбрасываете наружу. В окружении единомышленников решение происходит сразу, то есть возникает какой-то инсайт, и если вы заметили, колесо жизненного баланса, оно очень сильно построено на инсайтах. То есть мы, прорабатывая свои цели, сталкиваемся с инсайтами, то есть это неожиданное яркое решение. Это неожиданное яркое решение мы приводим в жизнь, и таким вот образом мы свои цели
соизмеряем с теми датами, в которые мы хотели завершить эти цели или выполнить эти цели. И у нас получается, я уже говорил, на год у нас есть условно 48-50 целей, делим их равномерно, конечно, на 8 сфер, и таким образом у нас 1-2 цели в месяц являются приоритетными. Я продолжаю динамику, как должен быть построен отдых, и мы пришли к такому важному понятию, как еженедельный отдых. Он связан с переключением. Как можно реализовать и какой один из самых эффективных способов, кстати, уже проверенных на многих клиентов, мы на период субботы-воскресенья ничего не планируем из домашних дел, все свои домашние обязанности, уборка, стирка и еще какие-то там повседневные мелочи мы можем после продолжительного или короткого анализа сделать в рабочие будни дни. Для того, чтобы эта привычка устоялась, вам требуется 1-2 месяца такой практики, и основное преимущество, которое несет выходной, в котором нет будничных домашних обязанностей, вы можете, не нарушая ритм родных и близких, спокойненько пойти кому-то в гости на один день, уехать на 1-2 дня из города. При этом все домашние дела будут у вас сделаны или запланированы. И таким образом ничего страшного не произошло, просто мы по-другому распределили время. Итак, зачем нам такие преимущества, зачем нам такой качественный отдых? Теперь мы возвращаемся к миссии колеса жизненного баланса Long Swim. Тем, кто стремится к профессиональному личному долголетию, понимает, что продолжительная, эффективная профессиональная деятельность тесно связана с тем, как у вас все устроено в сфере семья и отношения. Сфера семья и отношения – это ваш уют, спокойствие, возможность перезагрузиться, возможность сосредоточиться на чем-то главном. Это тот момент, где вы можете чувствовать этот кайф и вдохновение. Итак, подводим итоги сегодняшнего видео. Тема сегодняшнего видео – как планировать отдых в современном мире. Мы его планируем посреди года, мы можем это планировать в конце года. Отдых – это такая величина, к которой мы можем возвращаться регулярно. 2 важных фактора. Первое – 2 отпуска на следующий календарный год. Я имею в виду следующий календарный год, который идет после 31 декабря этого года. Я понимаю, что это видео будут смотреть в записи через год, через 2, через 3 и через 5, и вы должны понимать, посмотрели, какой месяц у вас в календаре, наметили отдых с любимым человеком, с любимой женщиной, с любимым мужчиной на следующий год, берем первое полугодие, выбираем необходимый месяц, который вы хотели попробовать. Кстати, вы можете в течение жизни пробовать отпуск смещать. Допустим, первый отпуск в этом году в январе, следующий отпуск можете планировать в феврале. Экспериментируйте. У кого такие эксперименты были, пожалуйста, пишите в комментариях, что было в этом интересного. Пускай ваша история успеха взбодрит окружающих. Следующий вид отпуска, который ежеквартальный, какие он имеет преимущества? Мы очень классно задействуем праздничные дни. Это возможность посетить какую-то ярмарку, это возможность выехать в другой город всей семьей. Это еще один шикарный повод навестить своих родственников, поздравить их с днем рождения, с какими-то праздниками. Не забывайте в календаре отмечать день рождения близких своих людей. И именно ваши искренние поздравления дают этим возможность почувствовать вашу заботу и внимание. Следующий отдых, которому очень мало уделяют внимания, потому что не понимают, как воспользоваться его преимуществами. Это ежемесячный отдых на 2-3 дня. Он дает нам возможность полностью перезагрузиться, подвести итоги месяца и не входить в стадию эмоционального выгорания. Вот если вы пропускаете 2-3 дня своего ежемесячного отдыха, вы, если в течение полугода такую картину наблюдаете, это первый признак того, что вы приближаетесь к границе своей эмоциональной стабильности, то у вас появляются первые признаки эмоционального выгорания, но поскольку у вас отпуск запланирован на первое полугодие, вот этот отпуск, он разрезает это эмоциональное выгорание пополам, и таким образом мы имеем сеть последовательных предохранителей, которые не дают нашему организму вывалиться из высокой продуктивности. Самое главное, о чем нужно думать и на чем формируется привычка, это еженедельный отдых. В еженедельном отдыхе вы можете очень классно поэкспериментировать, какими делами вы хотите заниматься в свои выходные дни. Я вам рекомендую обратить внимание на ваше любимое хобби, хобби ваших любимых детей, хобби вашего любимого человека.
Ваша задача или участвовать в этом хобби, ваша задача вдохновлять человека на это хобби, то есть создавать ту атмосферу, при которой человек чувствует, что любимое хобби приносит ему удовольствие, и он готов поделиться своей историей успеха. Все, кто смотрел это видео, всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. Не забывайте пересылать это видео всем своим друзьям и знакомым. Ставьте лайки, пишите комментарии. У вас все получится. Я в вас верю.